Это я уехал с Возрождения, держу путь на Криницу, место Темная щель. То есть это я нахожусь в каком-то лагере, это речка Бетта. Какой-то оздоровительный лагерь, то есть так вот прикольно вообще. Путь предстоит 8 километров на целый день, похоже, если лодку не найду. Вот река Бетта здесь заканчивается. А мне надо дойти до того самого дальнего мыса, который вдалеке. Не ближайший, а вот который тут далеко видно. Не знаю, тут видно, нет. Народ на лодку не собрался, придется пешком идти. Там вот Криница, пляж обычный городской. И вот здесь вот заканчивается цивилизация. А я двигаюсь туда дальше. 8 километров. По камням, по берегу, по жаре. Ну как-нибудь дойду. Отсюда уже получше видно, куда нам предстоит идти. А идти вот туда, в самый-самый конец. Темная щель находится там. А вот здесь начались безлюдные пляжи. Вообще ни души. Хотя там где-то вдалеке там какой-то один человек шел, я видел. Дошел до ближайшей турбазы, называется Грекова щель. Ну, типа платного кемпинга наподобие. Вот там палаток целая куча стоит на этих, на подставках. Все одинаковые. Мы идем дальше. Ну, вот большую часть пути уже прошел. Здесь вот какой-то рыбацкий этот домик. Там вроде бы как даже есть магазинчик какой-то небольшой. Ну, вот это вся цивилизация, все. Больше ничего здесь нету. Один домик. Вроде бы. Или там какая-то. Или что там, может еще там кто-то живет. Турбаза какая-то. Ну, не знаю точно. Это... Так, как же называется, я забыл. Ну, там, наверное, написано тоже какая-то щель. То ли красная, то ли какая, не помню. Тут даже турбаза Черноморья, оказывается, есть. Не знаю, действует, не действует. Что-то никого нет вообще. Вон там кто-то сидит. Заброшенный пирс. Подходим уже к темной щели, наконец-то. Немножко осталось. И вот там, смотрите, наверху есть такая интересная постройка под палатку. Там прямо краешек видно. Только не пойму, как туда подниматься. А, вот здесь вот. По веревке, наверное. Да, вот там кто-то живет или раньше кто-то жил. Интересно. А вот смотрите, здесь наверху какая интересная оборудованная стоянка. Кто-то вот заморочился, построил. Там, по-моему, я так понял, под 3 палатки. Одно место занято. Ну ладно, я туда не полезу. Ну, место занято уже. А вот напротив здесь очень классный заход. То есть такие, как камень, такая плита. То есть так гладненько, вообще здорово, офигенно прямо. Классно здесь купаться так. Вот, сейчас покажу. Ну вот залазить туда по веревке только. Ну вон там наверху. Сейчас покажу поближе. Залез, короче, по веревке. Сейчас будем смотреть. Ну вот здесь кто-то стоит. Здесь вот проход. Это одно место. Блин. Что-то пролазить, да? Сейчас пролезем. Ух ты. Нет, тут не под палаткой нет. Еще наверху есть.
вообще супер, конечно. Ладно, наверх я не полезу. Там просто еще под одну палатку место. Ну вот, наконец-то я дошел до темной щели за 3,5 часа. Вот так вот выглядит темная щель. У людей встретил что-то одного человека только. Вот здесь вот душ есть, так что помыться тут вообще проблем нету. Скупался, под душ сразу. Ну, здесь такие беседочки стоят, здесь все тусуются, но сейчас никого нету. Скорее всего, моя стоянка будет свободна, я надеюсь. Хотя вот самая первая стоянка, вот она. Блатная очень, свободна, кстати. Можно, может, если что, туда даже встать. Ну, тут грязновато, конечно, но зато тихо, спокойно, нету никого. Еле-еле поднялся пока до первой стоянки. Но там выше есть еще круче. Надо посмотреть еще. Короче, здесь рюкзак пока кину. Схожу на разведку. Свободно, не свободно. Вот здесь такие ящики от енотов. Вот стоянку, которую я мечтал занять, она свободна оказалась. Единственное, подниматься далеко, но зато здесь очень красивый вид. Удобно. Скамеечка есть. Палатка. Вот здесь, правда, была стенка из этих деревяшек позапрошлом году, но что-то сломано сейчас. Кто-то сломал. Ну вот сейчас здесь ровное место. Сейчас сюда сделаю палатку. И все, вообще будет супер. Здесь вот находится очень интересный такой рыбацкий домик. Что здесь у нас? Ну, похоже здесь, что вот живут круглый год, возможно, даже. Смотри, как здесь классно все. Короче, на разведку местности. Сейчас я стою в темной щели, но там дальше есть еще очень много интересных мест. А там я не помню какое название. Но там километр или два, по-моему, и там много-много еще всяких разных. Там тоже вот люди стоят. Вот выход с моей стоянки. Здесь развилка идет, получается. Одна тропинка направо. Это выход на берег моря. И другая тропинка налево. Это вот сейчас мы туда пойдем по этой тропинке и должны дойти тоже до очень интересных мест. Достаточно далекое путешествие. Тут, не знаю, несколько километров, возможно, даже. Ну, пошла вниз дорога. Такая вот дорога идет посреди леса. Машины тут не ездят. Тут и иногда только пограничники на квадроциклах могут ездить. Вот и не торопясь, с остановками уже иду. Часа 3, вот здесь потихоньку начинается основная поляна. Здесь всякие, ну, стоянок много сейчас будет. Но уже были по пути. Кстати, все свободны. Вообще что-то людей не видно. А вот здесь такие классные сеточки натянуты. Здесь можно полежать, отдохнуть. Вообще офигенно. Кто-то заморочился, сделал. Сколько еще идти, пока неизвестно. Крутая качеля тут очень длинная. Получается, вон аж куда. Там наверху сам зацеплено. И надо обязательно прокатиться. Потому что тут большой этот разбег будет. Все, вот я уперся в тупик. Дальше идет забор.
Ну вот дошел уже такой до основной поляны, где в основном все стоят. Такой лес клевый, тенечек. Ну, народ есть, да. Идем дальше смотреть, что тут еще есть интересного. Свободные тоже стоянки есть. Вот вышли с этого, где это палаточная вот эта полянка, где много-много палаток стоит. Сейчас пошел спуск к морю. Помню, там еще дальше по веревке надо спускаться. То есть все ходят по одной единственной дорожке вот это купаться на море. По этой вот. Спуск такой достаточно долгий. Вот непосредственно к морю уже спуск по такой веревке идет. Все, спустился. Пляж тут не особо идеальный. Камни. Но ничего, тут кто не боится трудностей, нормально. Даже душ, водичка попить есть. Вот здесь прямо на берег выходит. Все отлично. Иду обратно по берегу. И вот тут такая интересная стоянка. Очень высоко достаточно. И вот единственный вариант туда попадать только по веревке. Ну очень высоко. Прям. С рюкзаком, так это вообще, блин, туда забираться. Очередная стоянка на высоте. Там даже кто-то живет. Да вот здесь все так вот лазят по горам. Тут нету такого, чтобы на берегу стоять. Но негде на берегу стоять. Ну вот я на Кринице сегодня крайний день. Завтра я еду назад на Возрождение. Там побуду 3 дня и поеду опять на Утриш. Тянет меня опять на Утриш, потому что мне там на Утрише больше нравится, чем здесь. Здесь, конечно, тоже классно, но там лучше. Здесь тоже дикие места, то есть, ну, недостаток то, что грязный берег, неудобный заход в море, нету заката, потому не зря это место называется темная щель, потому что солнце как-то вот с другой стороны как-то заходит. Вот это вот небольшие минусы. Ну и плюс тут жарче, чем на Утрише, потому что там можжевеловый лес, а здесь сосновый, здесь прямо реально жарко. И комаров здесь больше. Ну, короче, хочу опять на Утриш. Сейчас вот на Возрождение заеду на 3 дня, потому что как раз по пути там как раз какой-то фестиваль будет. Посмотрю, что за фестиваль, и поеду опять на Утриш. Ну вот небольшой обзор стоянки перед отъездом. Вот я здесь повесил гамак над обрывом, чтобы смотреть на море. Блин, здесь высота, я не знаю какая, но очень высоко здесь. Подниматься я сюда замучился каждый раз. Там где-то вдалеке, вон там в самом конце, поселок Криница, до которого мне завтра опять пешком пилить. Так неохота, но придется. Надо же как-то отсюда выбраться. Здесь скамеечки есть. И еще здесь самое главное, есть приспособа от енотов. Потому что здесь енотов нереально дофига. И вот такая вот веревочка
И на веревочку натянуты бутылки, потому что они по веревкам иногда могут лазить. А тут эти бутылки натянуты, они соскальзывают и падают, и, короче, не могут ничего достать. Вот. А здесь вот палатка стоит. Там выход. Сейчас покажу, какой здесь спуск до моря. Ну вот я выхожу со стоянки и спускаюсь к морю. Сейчас покажем, насколько длинный и сложный спуск, ну и подъем тоже. Вот такой интересный свод правил написала шерстяная ляля Москва. Да. Ну спасибо ей шерстяной ляли, что постаралась, заморочилась, написала правила поведения. Кому интересно, на паузе можно прочитать. Ну а вот непосредственно водопад в темной щели. Почему темная? Потому что тут реально как-то, ну, прохладненько и темно, несмотря на то, что сейчас день. И тут всегда тень. Хорошо очень. А вот шланг очень-очень длинный идет на берег, где вот душ. То есть кто-то заморочился, протянул очень длинный шланг. И там теперь душ для всех есть. Очень удобный. Ну и тут подниматься очень удобно. Тоже кто-то веревку сделал. По веревочке сейчас поднимемся. Сейчас прогулялся вглубь вдоль ручья. Что интересно, никого вообще нет. Все стоянки свободны, прямо удивительно, тишина вообще такая. Это вот конец июня. А просто в позапрошлом году я когда там то ли в июле, то ли в августе сюда приехал. Со стоянкой просто беда была. Кое-как я нашел стоянку, прямо вообще все забито было. Народу была тьма. Сейчас прямо вообще тишина, прям вообще никого. А вот тут какая-то, вижу, типуха стоит. Не знаю, живет, не живет тут кто. По-моему, заброшен.
все, сейчас идем назад. Сейчас будем спускаться вот здесь вот по этим водопадам.